Так, всем привет! Интересных рулей все меньше и меньше. Дуплеты какие-то появляются. Сегодня я вам хочу рассказать альтернативный метод подгонки. Редко ним пользуюсь. Есть ряд причин. Сейчас я вам постараюсь их показать и рассказать. В работе такой сегодня руль Шкода Octavia A7 четырехспицевый, кожаный с завода рулец. Вот уже я выкройку такой набросал. По поводу подгонки, сейчас такой будем делать интересный метод. Рисовать будем не по лицу, а по изнаночной части кожи. Ровненько, максимально ровненько, как это возможно. Каким образом, сейчас я вам расскажу. Итак, швы у нас уже зафиксированы, сточные. Разводим клей. Начнем с верхней части. Верхняя часть у нас имеет разный обхват, диаметр. То есть здесь на сточных швах обхват больше, здесь меньше. Здесь, по-моему, 10 и 4 я намерял, да, 10,9 отрезал кожу. А здесь 10,2, ну, значит 9,8. Ну, почти сантиметр разница. Вот, то есть, чтобы здесь не выгадывать вот эту ровную линию, сейчас будем делать немножко по-другому. Так, развели клей. Берем, промазываем пока слегка, да, и не вдоль шва, кожу и наш руль. Немножко натягиваем. Здесь я небольшой запас сделал, но так в принципе получился, потому что обхваты диаметра у нас здесь разные в сечении. Вот такой хвостик небольшой, здесь 5 миллиметров. Так, прихватили верхнюю часть. Теперь смотрим. Здесь вот линия, да, по которой идет у нас стык, так сказать, да, то есть линия, по которой будет у нас располагаться шов. Мы ее берем, сейчас, чтобы вам было видно, мы ее берем и прям белой гелевой ручкой берем и прорисовываем. Прям так хорошо, жирненько. Берем и прорисовываем. Теперь фокус. Прикладываем кожу, отгибаем, и вот линия у нас отпечаталась, видите? Вот. Ну, чтобы ровненько все получилось, предлагаю взять пластиковую карточку. Берем пластиковую карточку, отгибаем немножко и уже по ней, да, методично нарисовываем, набиваем нашу линию. Прикладываем, и все это дело у нас отпечатывается. От руки не совсем ровно получается. Вот и все у нас, видите. Такого плана подгонка, опять же, ну, по моему опыту, больше подходит для швов макраме, потому что, ну, у меня прям идеально ровно, как по лицу, да, если по лицу начертить, не получается отрезать кожу. Есть какие-то там кривые такие небольшие моменты, не фатальные, на макраме это вообще незаметно, но вот именно на елке это будет некрасиво. Здесь сильно близко уже. Прорисуем от руки. То есть вот посмотрите, полностью продублировалась у нас линия. Да, не надо там высчитывать, как-то вырисовывать, железную дорогу не надо подкладывать. Вот она, вся линия. Отгибаете, отрезаете. Сейчас покажу, как получится. Ну вот смотрим, отрезал
по линии, то есть не совсем идеально ровно. Здесь можно так подтянуть немножко, да, выложить по линии шва, в принципе, реально, да, и макраме шов там не будет миллиметровой даже погрешности, на нем никакой видно. Вот. Подклеиваем здесь, дальше прихватываем, как обычно, заднюю часть подгоняем под лицевую. В принципе, даже можете отогнуть эту, да, приклеить, прорисовать еще раз, накинуть заднюю часть и по линии. Ну, конечно, прежним методом подгонки задней части под лицевую, как мы всегда с вами делали, это все-таки наиболее эффективным остается. Вот, хотя на спицах вот здесь, где у нас прорисована линия, да, и это будет шов макраме, здесь можно будет делать и так. То есть отрывать лицевую, прикладывать заднюю часть, также отрисовывать по изнанке. Здесь я вверху сделаю, как обычно, прежним методом. Промазал я уже это все дело клеем и будем отрисовывать сейчас. Так, верхушечка у нас уже готова, все подрезано. Сейчас будем боковые части кроить. Покажу вам, что будет получаться. Приклеил я правую часть. Вот, ну, здесь, конечно, было бы рациональней сделать как обычно, но у нас сегодня на рассмотрении новый метод. Прорисовываем по стыку. Отпечатываем. Вот у нас все отпечаталось. Клея старайтесь много не наносить, чтобы было вот до, скажем так, линии, по которой будет проходить шов, потому что на клею ручка размывается немножко, нечетко получается. Ну, вот она, видите, отпечаталась. Берем, надрезаем по ней и уже будем смотреть, как у нас ложится на спицу наша кожа. Спицы здесь не сложные. Проблем быть не должно. Вот тут, видите, немножко вот, как бы не стараешься с той стороны, ну, неудобно мазать, да, то есть, наверное, целесообразнее совмещать эти методы. Ну, в частности, даже вот здесь при переходе такие технические вырезы я сделал небольшие, чтобы расслабить кожицу. Здесь давайте обычным способом все-таки доведем линию, уложим кожу на спицу, а тогда уже вернемся к прорисовыванию. Вот. Может, даже это вот на первых порах будет удобнее делать. То есть здесь у нас вот он стык, то, что предлагает нам завод, да, по этой линии укладывать кожу. Натягиваем, проглаживаем. Видимо, вам ничего не было видно. Вот так вот прогладили. Да, и вот она, линия отпечаталась. Ну, в этом плане вот на спице очень даже хорошо, показательно это все. Вот. Мажем клеем и переклеиваем. Заднюю часть тут уже, да, по желанию можно, пожалуйста, тоже это натянуть, прорисовать еще раз и по этой линии прикрепить, приклеить, отрисовать заднюю часть тоже. Ну, а одну сторону я сделаю как обычно, вот, а вторую сторону попробуем тем же методом прорисовывания. Приклеили. Вот здесь нижняя спица тоже. Ну, вот, кстати, нижнюю спицу тут явно надо будет прорисовывать. Вот, хотя вот здесь можно, смотрите,
немножко залезть между спиц, найти середину нашу. Вот она там есть. Да, то есть докуда нам нужно надрез сделать. Вот он отпечатался. Ну, чтобы поймать середину, если непонятно до каких пор резать лицевую часть, то вот он будет подсказочка. Разрезали. Вот она серединка, в принципе, по линии. Здесь немножко неудобно, спицы короткие, точнее расстояние между спиц, и никакого здесь заворота нет. Просто прорисовываем до упора, до спицы. Сюда шов до угла доходит и на этом обрывается. Вот, а здесь идет переход назад. Там у нас сзади будет выточка. Ну, я по линии ориентируюсь, которую прорисовал до этого при раскрое линии обхвата. Вот, видите, все-таки, ну, по крайней мере, на этом руле приходится у нас немножко совмещать эти два метода. Иначе никак. Вот сейчас на подъеме на спицу уже можно будет все это опять возобновить. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Сзади здесь у нас на руле есть выточки, видите, на нижней спице, дабы разгрузить напряжение материала, да, ну и сэкономить тоже немножко не позволяет. Вот, и здесь уже вот также мы берем, прорисовываем линию. Белую только ручку надо было взять, конечно же. Прорисовываем линию, по которой у нас пойдет шов. Так, прям хорошо, жирненько. И прикладываем нашу кожицу. Все отпечаталось, видите, и по ней отрезаем. Итак, это у меня уже приклеено место. По низу здесь есть такое небольшое напряжение материала, потому что стачной шов близко расположен к спице. Делаем такой небольшой надрезик. Вот, и по линии шва прорисовываем все это дело, загибаем и отпечатываем. Ну, вот уже у меня получилась линия, по которой можно все это отрезать. И будем двигаться дальше. Вот так. Отрезаем. Все у нас замечательно прилегает. Выточки хватает. А здесь еще можно небольшой надрез сделать, расслабить наш заворот. Мажем все это клеем и фиксируем. Так, по поводу задней части давайте тоже с вами пробежимся. Мажем также все слегка клеем, потому что будем мы шов делать макраме, это надо будет все снимать, и излишки клея могут с вами сыграть злую шутку. Я уже знаю, сколько наносить нужно, в какой пропорции, консистенции его разбавлять. Вот, у вас, возможно, могут быть с этим какие-нибудь сложности, проблемы. То есть клей у меня сейчас не сильно густой, такой жиденький. Мажу я слегка, да, самый кончик
кисточки я макаю туда. Ну, прихватить хватает. Ну, здесь немножко надо выточку направить в свое место. Вот видите, все у нас прекрасно получается. Вот задняя часть на верхней спице она такая своеобразная, да, то есть здесь ее лучше всего так прорисовать. Вот по пазу ручкой ведем и прорисовываем. Здесь тоже очень важно не высечь лишнего. То есть я вот нащупал примерно угол, да, кожи. То есть нам надрез надо будет сделать максимум вот до сюда, да, не больше, не сюда, не сюда. Но сюда еще можно чуть-чуть, то есть вот сюда нет, там кожа будет заворачиваться. И резать надо не отсюда, а вот так вот надрезать, потому что кожа будет назад заворачиваться. Такой руль, ну, очень ювелирный в этом плане. Совсем чуть-чуть и будет у нас дырка. Так, ну давайте вот проверим, скажем так, рабочую схему. Уже на этой стороне полностью подгонку я сделаю по линиям заводским. Прорисовал я опять линию стык. Прикладываем, отпечатываем. По ней сейчас так надрежемся до определенного момента. И можно вот здесь еще продолжить чуток. Еще немножко. Вот так. Вот так подрезали здесь кожицу. Такой небольшой зазорчик есть, но все это уложится потом на место. Не доходя миллиметров 5 ставим метки. До отсюда будет доходить у нас шов. Вот, а здесь делаем тоже такой вот надрез, не доходя до угла. Здесь вот там уголок имеется, видите, он так интересно туда уходит. Здесь плохо видно, покажу вот здесь. Видите, такой выкидон они сделали. Эта часть не перетянута, кожа сюда выходит. Вот здесь нужно аккуратно, чтобы лишнего не отрезать. Вот поэтому я прорисовал с помощью ручки, примерно нащупал, докуда будет доходить у нас кожа. Вот, и под углом, да, то есть если я бы резал посередине, то очевидно бы не хватило. А так вдоль этой линии, видите, у нас как раз там вот немножечко запас остается небольшой. Так, и вот момент пониже, ну здесь понятно, видите, дорезал. У нас сюда уходит материал на лицо, отрисовал старым нашим методом привычным. Вот, что касается вот этого места, да, здесь у нас подрезать в принципе ничего не мешало, но я сделал новым методом. Здесь у нас ножницами подлезть, ну, не очень удобно, поэтому берем здесь прям все для этого сделано метода. Немножко натягиваем, как оно есть. Смотрим, проверяем, как ложится, все ли хватает. Ну, теперь можно прорисовать. И отпечатать нашу линию. Так, клеем промазал, надо было не мазать сразу. И уже по этой линии можно с
смело отрезать. Немножко, конечно, надо также сначала сделать с запасом, на всякий случай. Да, то вдруг у нас пазл-то не сойдется. Вот, и все. У нас теперь будет сходиться. Вот так, видите, здесь подтянется еще. Здесь еще подтянется у нас кожица. И здесь подтянется, и все сойдется. Вот так это все получается. Ставим меточку. Да, меточку здесь, меточку здесь. И можно двигаться дальше. Вот эту часть уже отрезаем смело. Вот так. Ну, потом уже по факту подровняем. Видите, чуть-чуть тут совсем зазорчик небольшой остался. Там вот канавочка есть небольшая. Можно ошибиться и отрезать лишнее. Вот здесь смотрим, чуть-чуть излишек имеется. Хвостик такой небольшой. Вот. Так, ну и как итог, с левой стороны делаем все абсолютно то же самое. Также прорисовывается у нас по контуру канавки вот эта часть, все это подгоняется. Здесь тоже также я делал сразу лицевую часть по линии, отрисовал, да, скопировал, скажем так, линию шва, потом оторвал, приложил заднюю часть, откопировал, все меточки друг напротив друга, аккуратненько все это сходится, если подтянуть, как видите. Никаких у нас проблем уже быть не может. Здесь все тоже плотненько, красиво. Вот можно снимать, прошивать и зашивать. То есть на Audi рулях с выточками, да, вот такого плана, где у нас цельнолитой руль идет, мешает вот эта вот часть. Очень удобно, то я, да, немножко, ну скажем так, не с руки, когда обычными такими ножницами орудовать, с загнутыми концами это выполнять поудобней, да, подрезать вот эту вот часть, заднюю часть под лицевую. Вот, ну если таких ножниц нет, то пожалуйста, вот рабочий тоже такой метод. Очень все это наглядно, удобно получается. Так, ну что, друзья, имеем вот такого зверя. Весь процесс я не стал рассматривать. Задняя часть у нас запаковывается. Здесь небольшое углубление есть, что-то типа такого пазика небольшого. Все подгоняется. Сейчас немножко ручку надо вытереть. Так вот все это выглядит с выточками. Здесь тоже небольшой паз. Как видите, все аккуратно подрезается. Вот есть такая там небольшая канавочка, куда это можно заправить. Вот так. Такое вот изделие. Клиент уже приехал, жужжит там под окном. Сейчас будем выдавать.